маленькая барышня? София. Моим назначением, или, если хотите, главной целью в жизни, но я больше люблю слово «назначение». Цель жизни – это во мне самой, а назначение высшего происхождения. Я чувствую, что предназначено служить истине, науке и прокладывать новый путь женщине, а значит, служить справедливости. Но не всегда бывает легко не уклониться от назначения. Надеюсь, вы не забыли нашу договоренность? Я 10 лет соблюдал это нелепое условие. Поймите, Юлия Всеволодовна, это просто глупо. Вы прячете Фуфу от меня, от прошлого. Не будем об этом, Максим Максимович. Вы, вероятно, пришли по какому-то делу? В этом портфеле труды Софьи Ковалевской. Ее рукописи, письма, дневники. Все, что мне удалось собрать. Но, как вы понимаете, публиковать это можно только с разрешения ее дочери, единственной наследницы. Я уже слышала про эту вашу затею. И не вижу в ней смысла. Математические труды Софьи Васильевны общеизвестны. А что касается ее личной жизни... Речь не идет о личной жизни. Речь идет о литературных работах Софьи Васильевны. Например, нигилистка. Или наброски о Чернышевском. И вы рискнете это опубликовать? А вы подумали, как это может отразиться на судьбе Фуфы? Я уже и так не знаю, как оградить ее от этих студенческих кружков, сходок. Вот-вот. Посадите ее под стекло. Обложите ватой. Да, мне приходилось делать и это. Вам легко иронизировать. Вы не знаете, как. Как мне было трудно поставить ее на ноги. И все-таки кто, как не дочь, должна принять участие в создании книги о Ковалевской? Дать ей эти письма, дневники? Чтобы она пережила все наши драмы? Я категорически против. Сожалею, что не сумел убедить вас. Но и вы не убедили меня. Полагаю, имею право на встречу с Фуфой. Максим Максимович, именем Софьи, заклинаю, не делайте этого. Да, я забыла тебе сказать. Мы с тобой, Фуфа, на лето едем в Крым, к Бутурлиным. Зачем он приходил к нам? Кто?
Не надо, мам Юль. Ты знаешь, кто Максим Максимыч. Ты столько лет не разрешала даже говорить о нем. Запрещала отвечать на его письма. А оказывается, он бывает у нас в доме. Это было первый и последний раз. Но почему ты не хочешь, чтобы я знала правду? Хотя я была совсем маленькой, но я очень хорошо помню, что он значил для мамы. Для меня. Я любила его. Ты не могла его любить. Он чужой для тебя человек. Это ты хотела, чтобы он стал для меня чужим. Ты сделала все, чтобы я забыла его. И я стала забывать. На улице я чуть не прошла мимо, едва узнав его. Я и маму стала забывать. Ее лицо как будто ускользает от меня. Я знаю, ты не можешь простить маме, что она бросила отца. Предала его. Ты не прощаешь ей Максима Максимыча. А что я такое? Бывают незаконные дети, это хоть понятно. А я? Так, недоразумение, дитя фиктивного брака. Ну что ты так волнуешься? Ничего особенного не произошло. Знаешь что? Если ты хочешь ехать в Крым, поезжай. А у меня другие планы. Вот. Что это? Это принес Максим Максимыч. Здесь воспоминания, дневники, письма. Читай. Да. А ведь прошло 10 лет. Как мы не виделись. Ну а что ты сейчас? Я решила быть врачом. Уже полгода прохожу подготовительный курс. Замечательно. А не совестно? Столько времени в Петербурге и глаз не кажешь. Нехорошо, Фуф, нехорошо. Но и вы, оказывается, уже год как в России. Даже маме Юле визит нанесли. А меня не дождались. А я была на вас очень обижена, что вы так вдруг исчезли из моей жизни. Но почему? Почему? Я тогда надолго застрял за границей. У меня ведь непростые отношения с властьпридержащими. Знаю. Я должен вам читать о государственном праве. Но так как в нашем государстве нет никакого права, то как же я вам буду читать? Ты это знаешь? Знаю. Меня всегда мучил вопрос, почему вы не захотели стать мне отцом? Побоялись? Вы не обижайтесь на меня, я столько лет ждала этого разговора. Почему вы не женились на маме? Вы любили ее? Или нет? Любил. Но многое понял слишком поздно. В сущности, наш конфликт состоял в том, понимаешь, я пытался относиться к ней как к обычной женщине, которую я люблю, боготворю, но обычной. А она была необыкновенной. И вы считаете, что это оправдывает ее во всем?
А ты уже ее готова обвинять. Да? Как вы все боитесь правды о ней? Какой-то гипноз вокруг этого имени. Софья Ковалевская. А я вот хочу знать, о чем она думала, что для нее было самым главным. Она ведь для меня загадка. Почему она так часто уезжала от меня, когда она была мне так необходима? Иногда мне кажется, я так люблю ее, что готова заплакать. Иногда ненавижу. Как она могла бросить отца, если она любила его? А любила ли она когда-нибудь кого-нибудь, кроме своей математики? Анюта, Анюта, а кузен в тебя влюблен, честное слово. Ах, оставь меня с этой чепухой. А про что ты все время пишешь? Не про ту ли самую чепуху? Соня, отдай сейчас же. Соня, отдай сейчас же, гадкая девчонка. Колеблющийся свет свечей дрожал над его ложем. Он прощался с жизнью. Отдай сейчас же. Она смиренно опустилась на колени, и взгляды встретились. Ой! В чем дело, Софи? Анна! Вернитесь Соня, ты сейчас еще же! пожалеешь об этом. Соня! Соня! Софи! Софи!
Наш старый помещичий дом. В таком медвежьем угле, что надо чуть ли не 2 суток скакать на почтовых, прежде чем доберешься до ближайшей станции железной дороги. Патриархальная генеральская семья. Отец, в сущности, очень добрый и любящий, но из принципа окружающий себя в глазах домашних ореолом строгости и неприступности. Мать чаще всего вспоминается мне в бальном платье, декольте, с голыми руками, со множеством браслетов и колец, совсем еще молоденькой и очень красивой. А всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении. Счастливой случайности детская в Полибино была оклеена лекциями по математике академика Остроградского, которые некогда слушал мой отец. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня. Но я чувствовала, что они должны были означать что-нибудь очень умное и интересное. И бывало, по целым часам стояла перед ними, все рассматривала там написанное. Меня как будто что-то тянуло к ним. Да-да, господа. Государь подписал проект манифеста об отмене крепостной повинности. Боже мой, что же с нами будет? Мужики совсем от рук отобьются? Стало быть, ты получил мой презент? Да, мерси. Капитальная книжица. О, неужто одолел? Проверил. Разрезаны страницы хоть до половины. Ну, шучу, шучу. Учебник для морских офицеров – это Да не вот, французский роман. Конфуз вышел, моншер. Только начал просматривать. Сгинула книжица, как сквозь землю. Приказано было найти. Нашел, ваше превосходительство. Что нашел? Книгу Толстую, в синем переплете? в классах у барышни. У Анны. Никак нет. У маленькой барышни. У Сони? Так точно, у Софьи Васильевны. Это непостижимо. Решает задачи из моей книги с применением тригонометрических функций. А сей предмет она еще и не нюхала. Нет, Василий Васильевич, тут дело не шуточное. Кто знает, может, это новый Паскаль, так сказать, Архимед в юбке. В Петербург надо везти ее профессорам. И не подумаю. Знаем мы этих стриженных барышень в очках. Наслышаны про их коммуны, про нигилисток. Все скопом живут.
И ведь до какого сраму дойти, чтоб дворянским дочерям полы до самовары скрести? Неужели в тебе гордости отцовской нет? Не хочешь видеть свою дочь просвещенной, образованной, несущей светоч науки? Ну и куда они потом с этим светочем денутся? В гувернантки? Акушерки? Да кто их потом замуж возьмет? Пойми, Владимир Иванович, образованная женщина в России – это белая ворона. Кому она нужна? Да и не только в России. Бога ради, Моншер. Что? Что в этом пакете? А вот что. Гонорары из Петербурга. Читай. Читай, читай. Читай. Милостивая государыня Анна Васильевна, посылаю вам 181 рубль за вашу повесть «Послушник», которая напечатана в сентябрьском номере нашего журнала «Эпоха». Эту повесть церковная цензура первоначально запрещала, и потому я вынужден был согласиться на некоторые выморки и исправления. Слыхали? Безбожество. Лично я считаю, что вам не только можно, но и должен смотреть на свои способности серьезно. Учитесь и читайте. Жизнь сделает остальное. Да уж сделала. Приобрела наставника. Уважающий вас Федор Достоевский. Но ведь это очень известный писатель. Весьма известный. Как раз недавно с каторги заявился. Ну вот что. Деньги этому господину вернуть. Экономка, что тайно письма доставляла, со двора вон. Анну под домашний арест. Вы деспот. Вы просто средневековый феодал. Вы хотите превратить своих дочерей в рабынь, но кончится тем, что мы вас просто возненавидим. И ее туда же. Я прожил в крепости 8 месяцев. 22 декабря рано утром является в мой каземат начальство и читает приговор. Отставного инженера-поручика Достоевского Федора подвергнуть смертной казни расстрелянием. Под сильным конвоем меня вывели во двор, где уже дожидались мои товарищи. Нас посадили в кареты, 4 в одну. С нами солдат. Везли нас очень долго. Сквозь леденелые стекла кареты никак нельзя было понять, куда везут. Попробовал я было очистить стекло пальцем, но солдат сказал: не делайте этого, не то меня будут бить. Привезли нас в Семеновский плац. Посередине эшафот, уже вышел аудитор. Нас было 20 человек. И 20 раз он повторил роковые слова. Приговорить к смертной казни расстрелянием. К смертной казни расстрелянием. Спустя многие годы случалось среди ночи проснуться иногда от того, что кто-то прямо в ухо кричит: расстреляния, расстреляния.
Около эшафота мы заметили телегу. На ней гробы, прикрытые рогожей. Всякая надежда погасла, а появилась уверенность, что теперь уже наверное. Наверное. И в эту самую минуту среди огромного серого неба из-за туч проглянуло солнце. Это Бог. Я подумал, не может быть, чтобы нас казнили, не может быть. А на эшафот уже взошел священник. Покайтесь. От покаяния отказались, исповедался один, но к кресту приложились все. Жить мне оставалось, как я полагал, всего несколько минут. Но и эти минуты казались мне бесконечным сроком, огромным богатством. 5 минут. Всего 5 минут. Я их считал. Проститься с товарищами. Положил на это 2 минуты. Потом подумать о себе. Еще 2 минуты. В душе ни желчи, ни злобы. Хотелось бы так любить, обнять в это мгновение. Обнять хоть кого-нибудь из прежних. Никогда еще не было таких обильных и здоровых запасов духовной жизни. Это отрада. И я испытал ее тогда, когда прощался перед смертью. И уже сколько раз после того грешил против сердца и духа, не раздавал волю желчи и злобе, но ведь это ощущение жизни, ощущение времени как чудесного дара. Жизнь – дар. Жизнь – это счастье. Всякая минута могла быть веком счастья. С того места, где я стоял, была видна церковь с позолоченным куполом, который так и сиял на солнце. И я помню, я упорно смотрел на этот купол и на лучи от него сверкавшие. И вдруг странное на меня нашло ощущение. Точно лучи эти – моя новая природа. Точно через 5 минут я сойдусь с ними. Мне хотелось представить, как же это такое. Сейчас я есть и существую, а через каких-нибудь 5 минут нечто. Кто-то и что-то совсем другое. Необъяснимый страх нашел на меня, и я помню, я почувствовал физическое отвращение к этому новому, неизвестному, которое сейчас придет, сейчас наступит. О, было ужасно. Эти минуты безысходного унижения. Кругом толпа, шум, крики. Раб. 1000 раз раб. Страшнее этой муки нет на свете. Зачем все это? Зачем?
Вы, наверное, даже не представляете себе, что означает для меня эта встреча с вами. Вокруг все мрак и безнадежность. И вдруг вы, голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я полюбил вас с первой минуты, как увидел. Да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И полюбил не дружбой, а страстью, всем моим существом. Уйди. Уйди, я ненавижу тебя. Я ненавижу и тебя, и его. Вы скрытничали. Вы прятались, вы смеялись тогда в той, боже мой. Ну как же ты... Ну нельзя же так, на. Как ты могла, ведь Вот, я же... выпей. Я же молилась, чтобы все кругом восхищались тобой, весь мир. Чтобы все влюблялись только в тебя, но он должен полюбить был только меня. Ты украла. Украла, это низко. Влюбиться вздумала. И в кого, глупая девчонка? В человека, который во много-много раз старше тебя. Соня. Соня. Дурашка. Ты не любишь его? Ты не любишь? Нет, я его ужасно люблю и очень-очень уважаю. Но как бы тебе это объяснить, понимаешь? Он такой умный, добрый. Я не знаю, как тебе это объяснить. Я не так его люблю, как он. Одним словом, я не так люблю его, чтобы выйти за него замуж. Вначале я сама удивлялась, что не могу его полюбить. Я думала, что, может быть, полюблю. Но, понимаешь, ему нужна такая жена, которая бы посвятила себя совсем-совсем, всю себя ему, чтобы она всю свою жизнь ему дала, чтобы только о нем и думала. А я так не могу. Я хочу сама жить. И потом он такой нервный, требовательный, он захватывает меня, и при нем я никогда не бываю сама собой. И послушай, разве об этом мечтали в Полибино? Разве замужество наше призвание? Вспомни, что нам пришлось пережить, прежде чем мы приехали сюда. Господи, какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиниться. Нет, я не понимаю, как ты можешь отталкивать от себя такое счастье. А многого ли мы добились? Тебя с твоими способностями не пускают даже на порог университета. Нет, Соня. Мы должны что-то придумать. Но ты представляешь, ведь его же могло не быть. Кого? Его и все. Никого бы не было. Ни Сонечки Мармеладовой, никого. Боже, как это ужасно, как это отвратительно. Заставить его пережить весь ужас неминуемой смерти. Итак, мы с вами установили, что внешние проявления мозговой деятельности бесконечно разнообразны, но сводятся они к одному явлению – мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки? Улыбается ли горькой улыбкой Гарибальди, когда его гонят из города за излишнюю любовь к родине? Дрожит ли девушка при первой мысли о любви? Открывает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге? Везде окончательным фактором является мышечное движение. Мои оппоненты постоянно твердят: господин Сеченов нигилист, господин Сеченов материалист, ругают меня, на чем свет стоит. В чем дело, господин инспектор? Господин профессор, у вас в аудитории находятся особы женского пола, что является грубым нарушением университетского устава. Эти особы приглашены мною лично. Да, но... Прошу вас не нарушать ход занятий.
что ж, господа студенты, лекция закончена. Увы, дорогие энтузиастки, порадовать вас пока нечем. Подано прошение о высших женских курсах. Все подписали. И Менделеев, и Мечников, и Чебышев. Но давай, кстати, познакомимся. Софья Круковская, моя сестра Анна. Юлия Лермонтова. Уж не родня ли Михаилу Юрьевичу? Племянница троюродная. Вряд ли и это поможет. Ну что же вам посоветовать? Может, замуж выйти? Нынче это в моде. Венчаются по всей форме и отправляются за границу, якобы в свадебное путешествие. А там разбегаются в разные стороны. Счастливые соломенные вдовы стремляются в Цюрих, Гейдельберг. Говорят, там есть какой-то шанс для женщин. Простите, Иван Михайлович, а вы сами женаты? Я? Дитя мое, должен вас разочаровать. Меня хоть и бронят нигилистом, в таких вопросах я безнадежный рутинер. Признаю брак только по любви. Вежливости ради, наверное, мне следовало поинтересоваться каталогом ваших изданий, господин Ковалевский. Вежливости ради не нужно. Цель вашего визита мне известна. Так когда вы намерены со мной венчаться? Я? Нет, дело в том, что речь идет не обо мне, а о моей сестре, старшей. Она талантливый литератор, очень красивая. Я захватила с собой ее портрет. Не трудитесь, это не имеет значения. Я обещал оказать услугу, я это сделаю. Разумеется, по идейным соображениям. Прошу вас. Спасибо. Всего доброго. Заходите. Однако нужно представить вас в выгодном свете. О, да вы просто прирожденная сваха. Но найти добродетели у меня нелегко. Начнем с того, что мое имение в Витебской губернии... Значит, вы наш сосед. Был. Практически моего имения не существует. Оно заложено, перезаложено. Так что вот это все мое приданное. Какая странная книга. Автор не указан. Герцен? Какой Герцен? Никакого Герцена. А вот на Чарльза Дарвина удалось все же получить разрешение цензуры. Кстати, вам не пригодится в качестве рекомендации его положительный отзыв о моих статьях? Что вы, нет, Дарвин, этот безбожник. Папа в ужас придет. Тогда помолчим и о Гарибальди. Вы знакомы с Гарибальди? Знаком. Участвовал в его походе. Был корреспондентом, писал в газету «Санкт-Петербургские ведомости». История французской революции. Бакунин. Боже, у вас не магазин, а пороховая бочка. В один прекрасный день это все взлетит на воздух. Надеюсь, что волна взрыва не коснется невесты. Как я понимаю, она будет уже далече. Владимир Ануфрич, вы действительно решились на этот фиктивный брак? Вдруг вы полюбите кого-нибудь, вам захочется счастья, семьи? Я решил посвятить себя делу просвещения. Живыми и мертвыми обладая, воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистая своя Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых своих, душу от нас представшегося раба своего, новопредставленного Николая, селение святых, селит, исправеднее причтет, и нас помилует,
яко благ и человеколюбие, во блаженном успении, вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, новопредставленному Николаю, и сотвори ему Вот ваша невеста. Нет, не это. Вот та, моя сестра Анна. Значит, все как условились. Не совсем. Я вам должен кое-что сказать. Понимаете, я много думал после вашего визита и пришел к выводу, что... Как? Вы передумали? В общем, да, хотя... Ну, знаете, это же неблагородно, но... Где же ваши принципы? Я не нарушаю их. Ведь для женской эмансипации безразлично, кто из вас первый обретет свободу. Я прошу руки вашей сестры, Софьи Васильевны. И это мое решение окончательно. Итак, милые дамы, поздравляю вас с раскрепощением. Вы, Анна Васильевна, наша будущая российская Жорзан. Даже не верится. Неужели буду в Париже ходить в театр на вернисажи? Но вы, Юленька, теперь просто обязаны стать магистром химии, иначе я откажусь от родства с вами. Кем я теперь вам прихожусь? Троюродным деверем или четвероюродным дядей? Хоть седьмая вода на киселе. Главное, что меня выпустили под вашу опеку. Ну, а вам, моя дорогая супруга, что пожелать? Эдакое математическое. Может, удастся изобрести формулу счастья? Ну, это слишком грандиозно. Сначала мне нужно попасть к профессору Вирштрассу. Но почему именно к нему? Как вам сказать? Вирштрасс есть Вирштрасс.
Сколько вам лет, госпожа Ковалевская? Вероятно, не более 18. Мне уже 20. Именно в вашем возрасте я и попал в этот капкан. Ничто другое в мире мне не казалось заслуживающим внимания. 35 лет я отдал математике. Принес в жертву все. Молодость, любовь. Обрек себя на полное одиночество. И все ради чего? Поймите, такая жизнь не для вас. Ведь вы замужем? Да. И, конечно, счастливы. Вас ждет радость материнства. Так для чего вам все это? Конечно, у вас способности. Возможно, даже талант. Острая, простите, не женская логика. И тем более эта не женская логика опасна для женского счастья. Прошу прощения, госпожа Ковалевская. Возможно, с точки зрения модной ныне теории эмансипации я не прав, но я не хочу быть палачом вашей судьбы. Не хочу. Всего доброго, господин Вейерштрасс. Лишь через 2 года я узнал, что она меня попросту надула. Разыгрывала роль счастливой супруги, хотя в то время они еще были совершенно чужими людьми. Почему вы так уверены в этом, господин Вейерштрасс? Тебе, конечно, хочется думать, что их союз был заключен на небесах, и что с самого начала они были предназначены судьбой друг для друга. Но отправилась она в Гейдельберг, а он в Вену, где для него открывалась возможность научной работы. Она хотела жить одна и всего добивалась сама. Ты представляешь мое удивление, когда примерно через 2 года я стал получать письма от Кёнигсбергера, от Копа, письма о какой-то удивительной русской и ее сверхъестественных талантах. Я сразу понял, ну, конечно, эта чертовка не послушалась меня и пробилась все-таки в университет. А она вам писала? И не без торжества, права-то оказалась она. В ее письмах был целый каскад идей. Дерзких идей. Неожиданных даже для меня. Не понимаю. Не понимаю, зачем он приезжал к ней. Кто? Отец. Если у них были такие отношения. Вернее, если никаких отношений не было. Как вы утверждаете. Ну да. Он приезжал к ней отовсюду. Из Вены, Мюнхена, Лондона. По правде говоря, меня злили эти его набеги. Они вечно выбивали Соню из колеи, да его, наверное. По-вашему, они только и делали, что мучили друг друга? Слушай, я ничего плохого не хочу сказать о твоей матери. Да и о твоем отце тоже. Он был благороднейший человек. Но если их брак был фиктивным, почему она считала себя вправе принимать его заботы? Загадка. Загадка женской души.
Господи, что это сон? Нет, это невозможно. Неужели это вы? Вы здесь? Извините, сейчас. Это вы меня извините. Венский экспресс приходит в такую рань. Как славно, что вы приехали, а то меня уж гейдельбергские кумушки во вдову записали. Ну и как справили поминки? Вам шутки. А меня, между прочим, чуть не отчислили из университета. Требуют, чтобы я предъявила супруга как реально существующее лицо. Ну так в чем же дело? За новоиспеченного доктора биологии. Ну, удивили вы нас, Владимир Ануфриевич. Когда успели? Могли бы нас на защиту пригласить. Ну что вы, я так боялся, так трусил. Но, между прочим, в этом ваша заслуга. Если бы не вся эта свадебная эскапада, не вырваться бы мне из своей издательской карусели. Гексли сказал, что я открыл новую науку. Правда, он склонен к преувеличениям, но Дарвин тоже отнесся с одобрением. Ведь по существу моя эволюционная палеонтология – применение его метода к вымершим видам. Ну, возьмем, к примеру, древнейшего предка лошади Полистериум медиум. Господи, ну что это я несу? За вас, мои избавительницы, за вашу молодость, за красоту. За Полистериум медиум. Теперь вы на гребне славы возвращаетесь в Петербург? Еще не знаю. Есть разные предложения. Мюнхен, Вена и, кстати, Гейдельберг. Вот здорово, значит, будем все вместе. У меня, наверное, кофе сбежал. Не беспокойтесь, я посмотрю. Я тебя не понимаю. А в чем дело? То ты ни за что не хотел с ним ехать в Вену, чтобы не утратить своей независимости. А теперь готова тащить его сюда? Уж не забыла ли ты, что брак у вас фиктивный? А кому он здесь помешает? Разумеется, никому. Кроме тех, кто едет вслед за нами. Вместо женской коммуны. Ты собираешься свить себе семейное уютное гнездышко. Не говори пошлости. Ты думаешь, я не вижу, что он влюблен в тебя по уши? А может, ты просто ревнуешь, а? Я, милая Юленька, давно кое-что замечаю. Так вот насчет Гейдельберга. Как тебе не стыдно? По правде сказать, я уже почти дал согласие здешнему ректору. Владимир Ануфриевич, а как вы представляете свой образ жизни здесь? Мы что, поселимся под одной крышей, изображая счастливую семейную пару? Может быть, вы отдельно снимете комнату? Мы будем наносить друг другу визиты. Очень забавно, на потеху всему Гейдельбергу. Ну, теперь, наверное, вы понимаете, что в случае вашего переезда сюда вся наша учеба в университете полетела бы кувырком. Да, кажется, я действительно не подумал. Надеюсь, вы меня простите. Я должен сию же минуту отправиться к ректору, пока не дали ход моему прошению.
Ну зачем ты с ним так резко? Нужно было как-то... Знаю, о чем вы теперь думаете. Да? О чем? И все-таки я его переупрямила. Нет, нет. Ну и в самом деле, за эти 2 года вы далеко шагнули вперед. Гораздо дальше, чем можно было ожидать. Спасибо. А вот со мной происходит что-то странное. Врачи называют усталость мозга. Да и неудивительно. Работал как каторжный почти 40 лет. Иногда мне кажется, что я поднимаюсь на гору, на высокую гору. И все труднее дышать, и чем выше я поднимаюсь, тем меньше тех, кто шагал рядом. Кто способен меня понять? Даже такой математик, как Леопольд Кроникер, светлейшая голова, считает мою теорию иррациональных чисел заблуждением. Что же после этого говорить о других? Так что, попросту говоря, я остался один как перст. Карл, тебе пора выпить горячее молоко. Спасибо. Спасибо. А теперь прошу тебя, Лиза, оставь нас. Дай нам поговорить спокойно. Нет, моя сестра замечательный человек, но, к сожалению, все, о чем мы могли поговорить, мы уже сказали друг другу 40 лет тому назад. Вы надолго в Берлин? До конца каникул? Надеюсь, что гораздо больше. То есть? Ушла из Гейдельбергского университета. Вы с ума сошли. А если вы рассчитываете на меня, так это глупо. Профессор. Я здесь хоть и ректор, но бессилен перед высочайшим указом. Профессор, не сердитесь, я все равно туда не вернусь. Полчаса беседы с вами для меня гораздо дороже целого семестра в Гейдельберге. Не говорите глупости, мадам. Там же Кёнигсбергер, Кирхшлегер. Серьезнейшие ученые. Ученые. Ему бы грозбух в руки и счеты. Вы понимаете, математика для меня это же что-то живое. Это как море, как природа. А ваш Кирхшлегер это просто унылый бухгалтер. На язычок вам лучше не попадаться. Хотя одно качество, бесспорно необходимое математику, у вас есть. Дерзость. Вы согласны стать моим учителем? Кто вам сказал? Ну, пожалуй, я мог бы подумать.
Но только с согласия вашего супруга. Во избежание семейных сцен. Я никогда не была замужем. И не собираюсь выходить. Как? Доброе утро, Соня. Доброе утро. Доброе утро. Я принес тебе приятное известие. Мне удалось добиться, наконец, разрешения посещать лекции для тебя и для твоей подруги. Кстати, а госпожа Лермонтова еще не приехала? Приехала, она может приступить к занятиям. Ну вот, я начал с приятного известия, чтобы смягчить второе, менее приятное. Представь, я умудрился потерять твою работу. Как? У меня же нет черновика. Ну, это вечная со мной история. Поэтому мне пришлось напрячься. И вот, пожалуйста, пожалуйста. Это вы по памяти? Ты понимаешь, если бы это было банально, я бы наверняка тут же и забыл. Но твоя идея настолько потрясла меня, что буквально все отпечаталось вот здесь. Это необыкновенно увлекательно, необыкновенно. Но ты отдаешь себе отчет? На что ты замахнулась? Ведь это дело оказалось не под силу самому Лянгранжу и Пуассону. Ну почему? Им все-таки удалось доказать частный Вот случай. именно с вращением частный звезды. случай, а общей теории у них не получилось. А жаль. Ведь это ключ к разгадке важнейших законов механики, физики, астрономии, словом, всего. От движения планет до работы машин. Кстати, знаешь, как я окрестил эту проблему? Математическая русалка. Манит, обольщает, в руки не дается. Да. Ну, стало быть, женщине браться не стоит. Ну почему же? Соня, лови себе на здоровье свою русалку. Но учти, на это уйдет вся жизнь. А тебе пора подумать о другом. Итак, мы вернемся к нашим дифференциальным уравнениям. Сонечка, я окончательно убедился, они должны стать темой твоей будущей диссертации. Да, диссертации. Хватит с этим тянуть. Пора тебе добиваться официального признания в науке. Словом, с завтрашнего дня я подвергаю тебя домашнему аресту. Работать и только работать. Профессор, не знаю даже, как вам сказать. Не знаю. Я уезжаю в Париж. Как? Ты что, не знаешь, что там происходит? Или ты, как некие русские дамы, собираешься сражаться на баррикадах? Нет, нет, нет. Некоторые обстоятельства, которые я не могу объяснить вам сейчас. Поверьте, мне очень жаль. Да. Очень жаль. Что ж, современная
эмансипированная женщина. Может выкинуть любой кунштюк. Мсье Жаклар, меня мучает один вопрос. Мама приехала спасать сестру Анну. Ну, отец бросился вслед за ней. А оказались бы они в Париже, если бы не Анна? Да, наверное, ради Анны. Но тогда вообще многие рвались в Париж. Русские, венгры, поляки. Все, кто сочувствовал коммуне. Что значит сочувствовали, мсье Жаклар? Смотрели из окон на баррикады? А знаешь ли ты, что значило попасть в Париж в дни коммуны? Ведь им пришлось пробираться через прусаков, версальцев. Их могли расстрелять как лазутчиков. Париж был так плотно окружен, что им пришлось плыть на лодке по Сене. Найти меня и Анну в Париже было непросто, но они нашли нас. Если бы не Софья, мне и в живых давно бы не было. L'étendard sanglant élevé. Много работы. Устала? Угу, немножко. Привет и равенство. Вы редактор газеты «Зов народа». В чем дело? Вот. Здесь подписи всего нашего батальона. Граждане, маркетанка 66-го батальона, гражданка Лашес, смелая, бесстрашная женщина. Она заслужила признательность Парижа. Мы счастливы объявить ей об этом. Кровь львицы течет в ее жилах. Замечательно. Мы опубликуем это в конце недели. Сегодня? Гражданин, сегодняшний номер уже сверстан. Начинаем печатать. 127 подписей. Постараемся, но не раньше, чем завтра. Понимаете, завтра ее может не быть. Как каждого из нас. Сегодня! Привет и равенство! Я сказал сегодня! Он прав. Придется выбросить мой материал. Твой великолепный очерк. Ты всегда преувеличивала мои литературные способности. Так же, как сам Федор Михайлович Достоевский. Мне пора. До встречи. Господи, неужели это было? Полюбина, гнев отца. Слушай, я так до сих пор и не поняла. Если Владимир тогда выбрал тебя, это ведь что-то означало. М? Так почему же... Оставь, пожалуйста, не надо об этом. Я сама еще никак не разберусь. Не знаю, то мне кажется одно, потом совершенно другое.
Ну что, дорогой Владимир, так вы нашли своего коллегу, этого великого палеонтолога? Нашел. Его музей разгромлен. Он действительно великий ученый. Его труд, он бесценен, но утрачен. Где сам в жерве, никому не известно. Коллекция. Такой нет в мире, она не должна погибнуть. Коллекция. А я не знаю, как спасти детей коммунаров. Через неделю тут будут версальцы. То, о чем я хочу вас спросить, я не могу доверить больше никому. Это пропуск на 3 лица. Через Монмартр вы выберетесь. А дальше, как вы понимаете, это показывать нельзя. А там вся надежда на ваши заграничные паспорта. Фургон запряжен и ждет вас. Какой фургон? Для чего? Без вас они не выберутся отсюда. Ни Софья, ни Анна. Анна ждет ребенка. Прошу вас. Эй! Эй! Пошел! В жизни каждого человека наступает решительный момент, когда вся дальнейшая судьба его зависит от того, пойдет ли он по тому пути, по которому должен. Кто пропустит этот момент, тот губит свою судьбу. Люди, имеющие сердце и мужество, сумеют в нужное время выбрать истинный путь.